Представители знака зодиака Овен, Овны, мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад на неделю с 7 по 13 октября. Давайте узнаем подсказки карт. Будем при этом реалистами. Любой прогноз не расскажет и расклад о вашей жизни, о всех перипетиях, о том, что вы сейчас чувствуете. Мы размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. И в нашем еженедельном традиционном раскладе мы зададим основные вопросы. Что нужно знать для вас на эту неделю? И первая карта. Может быть, вокруг каких событий или какая сфера жизни будет у вас на первых позициях? Таро как неожиданность, пусть нам подскажет. Что вам может помешать или какие энергии или на что не надеяться, может быть. И вторая карта, точнее четвертая уже, что вам будет помогать. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег, финансы, личная жизнь, как видят карты, энергия. И карту совет достанем. Что же для вас нужно знать, учесть? Но достаточно холодной энергии, сохранения собственных позиций, сохранения собственной независимости. О себе много не рассказывайте. Фильтруйте информацию, новости, все то, что вы слышите. Ни в коем случае не рискуйте собой и, надеясь на самого себя, просчитывайте детально, пунктуально какие-то свои действия. Допускайте как раз альтернативные варианты развития событий. В любой момент может что-то пойти не так или дать сбой. Что я буду делать? Вот такое, пожалуй, себе задать вопрос. Это то, что важно знать. Неожиданности. Какая-то поездка, возможно, вам предстоит, и вы ее не сумеете отложить. Или для того, чтобы разобраться с каким-то вопросом, вам придется совершить, может быть, недолгосрочное путешествие. У кого-то, напротив, будет говорить о подготовке к переезду или планируемом переезде. Но также это карта заслуженного успеха и карта мужества. Когда вот мы, все то, что я говорила по королеве мечей, мы идем вперед и надеемся сами на себя, как будто прежний берег или какие-то прежние условия, прежняя обстановка, она заканчивается или уже закончилась. Новые реалии нас ждут. Но мы к ним внутренне еще не готовы. Это будет совершенно какая-то новая ваша стратегия. Или вам могут повстречаться на пути какие-то новые ситуации, обстоятельства, люди. Поэтому держать ухо востро и, в принципе, все контролировать. Где-то критическое мышление нам помогает, потому что мы сумеем увидеть какие-то важные нюансы. Карта говорит, если мы спросили Таро неожиданность, какие могут быть неожиданности, так вот это где-то сама по себе карта неожиданностей и есть, к которым мы внутренне готовы. Готовы, потому что мы сами хотим что-то изменить. Ну и обстановка тоже может меняться. Могут быть те действия на этой неделе от вас потребуются, как будто, которых вы не планировали. Поэтому держите руку на пульсе, мои дорогие овны. Что вам может помешать или какие энергии для вас не в плюс? Вот захочется или расслабиться, или, смотрите, карта «Мир». Прекрасная карта. Это карта достижений, карта какого-то итога, когда мы получаем какие-то либо бонусы, либо если были какие-то дела, темы, вопросы, мы подвели к итогу. И теперь действительно мы достигаем какого-то своего предела или плато. И не может так дальше продолжаться. Но есть желание именно где-то успокоиться. Или думать, это старший аркан, что какой-то вопрос решится мирным путем. Возможно, от нас не потребуются вот такие неожиданные действия даже для нас самих. Или нам придется оказаться в новой обстановке. Мы на это можем рассчитывать. Но предыдущие две карты говорят: нет, надейся сам на себя. Как и турбулентная обстановка может быть вокруг вас, какие-то новости, может быть, это одна какая-то информация, но значит, она каким-то образом на вас влияет так, что не расслабишься. А безусловно, по аркану «Мир» хочется
покоя, мои дорогие. Но сама ситуация, нам не говорят две предыдущие карты, что это будет что-то происходить из ряда вон выходящее. Нет, это нам словно нужно сделать первый шаг. И не надеяться, что какой-то вопрос, повторяюсь, решится сам по себе. Что вам будет помогать, какие энергии? Король мечей. Когда вы вооружитесь знанием закона, и ваши действия, на что они будут направлены, они должны как раз согласовываться с нормами, какими-то регулировками, может быть и подзаконными актами, подписанием важных документов или каких-либо еще документов, но это словно какое-то дело, решение вопроса лучше закрепить или на бумаге, или точно понимать, как будет работать в отношении вас закон. Вы можете столкнуться с людьми, которые наделены властью. И, может быть, вы отправитесь в высокие инстанции. Для кого-то, я не исключаю, это может быть посещение врачей, пройти обследование. Нам не говорят, что вы болеете. Но, может быть, завис какой-то вопрос, когда вы долгое время оставляли его на потом и думали, что все пройдет само. Вот нет, здесь нужно с чем-то конкретно разобраться. Причем так, детализированно. И где-то с буквой закона. Вы для самих, точнее, себя выстраиваете очень добрую траекторию. И самое главное, это как подушка безопасности. У вас две карты персональные. Король и королева мечей. Да, король мечей это может говорить о каких-то взаимоотношениях. И когда, есть определенная сложность общения. Но общение как будто это вынужденно будет продолжено. Обстановка может быть вокруг вас такова. Или это общение с чиновниками. Тот вопрос, который быстро не решишь. И вам нужно провести ряд согласований. И значит, нужно это сделать в холодно-спокойных энергиях. Быть реалистами, мои дорогие овны. И здесь не о горячности, не о напоре. Импульс не помогает. Помогает аналитика. Рационализм помогает. И где-то помогает, знаете, честность первая с самим собою. И есть такой нюанс – не жалеть себя. Не жалеть – это не значит с головой в омут бросаться. Наоборот, это быть расчетливым. Но если что-то идет не так, шестерка мечей, как неожиданность, у вас выпала, поэтому можно ожидать любого разворота событий. А для кого-то из вас это личная жизнь, все же, опять же, пара, или вопросы, может быть, которые были связаны с личной жизнью, а теперь это продолжится в новом ключе. У кого-то это может быть посредством таких решений, которые касаются дома, детей, организации собственной жизни, отчасти, может быть, и финансов. То есть есть та тема, которую исключить вы не можете. И пустить на самотек тоже. Поэтому предельное внимание. И если где-то вы видите, что пробуксовывает тот или иной вопрос, не упорствуйте. Вот в данном случае не жалеть себя, как раз эта фраза и подходит. То есть принять ту реальность, которая сложилась. Да, мы могли думать, что будет финал лучше или какие-то возможности будут какими-то иными. А здесь все выравнивается на ту траекторию, когда в первую очередь это будет закон, хладнокровие и порядок какой-то. И вам все эти три составляющие придется на этой неделе учитывать. И вот такие энергии. У вас все-таки сильная позиция, но она не на импульсивности строится. Дела, работа, бизнес, давайте посмотрим. Документы, обучение, девятка мечей, карта внутренних страхов, сомнений. Называют карта ночного кошмара. По сути дела, это то, чего нет. Давайте я достану еще карту. Явно есть тот вопрос, который неожиданен для вас. Или вам самим надоела какая-то прежняя история. Это вы себя чувствуете словно заложником во власти собственных мыслей, кстати. Это нет конкретики по этой карте. Это нам что-то кажется. У девушки закрыты глаза. И словно весь мир настроен против нас. И несмотря вот на даже такую кажущуюся сложную обстановку, у вас сейчас как раз есть и даже это как будто побудительный мотив выйти из создавшегося положения или вот такого состояния. Чего это может касаться? Все же дела, работа, бизнес.
Вы знаете, тут вам надо будет что-то согласовать. Восьмерка Пентаклей все-таки говорит о том, что продолжение следует. Это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу и, может быть, с какими-то коррекционными планами. Ваша работа, ваш проект. И тут как будто не время застревать или ну, где-то останавливаться. Останавливаться, опять же, это не значит ускоряться. Время подумать как-то совершенно по-другому. У вас, тем не менее, какая бы обстановка вокруг вас ни была, мои дорогие овны, она служит вам, может быть, по воле высших сил, побудительным мотивом, чтобы вы начали что-то менять. Или рассмотрели любые варианты, но в других энергиях. И поэтому есть возможность, как и оформить бумаги, для себя самого сделать что-то хорошо, построить карьеру, заработать деньги, в конечном итоге получить прекрасный результат. И это должно быть продолжено. Что же нам по деньгам? Нечего добавить, карты императрицы. Помните, что императрица в первую очередь собой не рискует. И императрица – это те энергии, которые направлены на сохранение собственного статуса, на сохранение самого себя. Безусловно, у вас выпадает на финансы, на сохранение финансов. Это сильная позиция. У кого-то это может проиграться как деньги партнера, поскольку статус, а для кого-то это через работу. И, кстати, по восьмерке мечей есть такое значение в карте, что нам уже показан профессионал. Так вот, это рост, признание ваших заслуг, вашей экспертности или построение карьеры. Как будто какая-то минусовая или сложная ситуация будет для вас стартом в прекрасное будущее. Или когда вы завершите, может быть, вы на что-то не решались, и здесь у каждого по-разному. И вы придете к выводу, что нет, мне действительно приходится себя менять, потому что обстоятельства моей жизни, с одной стороны, тоже меняются, жизнь меняется, да и я, сам или сама, не хочу уже продолжать какую-то затянувшуюся историю. И вот такое тоже вполне может быть. Но если мы говорим на деньги, деньги есть, деньги будут, но здесь больше на сохранение. У кого-то это реализация собственного проекта, который пойдет в гору. И пусть у нас мы на неделю смотрим, но старшие арканы всегда проигрываются недели на 2, на 3. Поэтому примите во внимание, вот такая политика, она будет для вас только старт. И дальше продолжение в тех же энергиях. Мы тут не сможем что-то изменить, иначе как успустим возможность или нарушим наш собственный статус-кво. В личной жизни карта жадины. И карта нам говорит о том, что сохраняй все. И, в принципе, нет изменений каких-то кардинальных. И неделя не такой большой срок. Есть, может быть, те вопросы, которые касаются важных согласований, вашей работы или бизнеса, вашего продвижения, вашего где-то статуса, может быть, и через личную жизнь, или вопросы вашего дома, мои дорогие овны, конкретно что-то по дому. И здесь у каждого по-своему. Кто-то будет дом как место пристанища, или, может быть, и вынужденный переезд, или нужно рассмотреть срочно разные варианты, потому что так дальше продолжаться не может. Или вам что-то предложено будет в связи с работой, как релокация офиса. Или вы сами хотите по шестерке мечей, как неожиданность, работать из любой точки мира, и вы будете инициировать какой-то переезд. Вот перекладываете на себя. Но внизу у нас как раз карта императрицы, которая говорит, если вверху карта заслуженного успеха, тот успех, который приходит через какое-то время, то карта императрица и как раз говорит, с учетом восьмерки пентаклей, работай, у тебя все получится, у тебя получится какой-то проект, но будь готов корректировать планы и наблюдать за тем, что происходит вокруг тебя. Больше сохраняй себя и всего или все то, что ты уже достиг. Давайте карту совет. Вот, кстати, энергии императрицы и королевы пентаклей схожи очень. Королева пентаклей – это та, которая из хаоса, из турбулентности умеет создать порядок. Она с нуля умеет построить райский сад. Поэтому на любой практически карте она изображена среди райского сада, который создала своими руками. Не бойтесь идти вперед. Причем не бойтесь каких-то новых энергий, я бы сказала так.
По сути, у вас весь верхний ряд такой вот мечевой, он где-то жестко острый, но он касается не внешнего вашего проявления, а вот как раз какой-то правды или истины, которую вам словно приходится принять, и в первую очередь вашей независимости. У кого-то все вопросы могут быть, это как и дом, и деньги, и ваша работа или занятость, или откуда деньги приходят, и личная жизнь могут быть увязаны в один узел. И вам тоже предстоит как-то организовывать свою жизнь по-новому. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.